Всем привет! Каждый год мы с ребятами собираемся, и я делаю квадратное отверстие. Каждый раз разными способами. В этом году я решил прям совсем сильно заморочиться и сделать то самое сверло-рело или сверло Уатса, с помощью которого можно не просто делать, а тупо сверлить квадратные отверстия. Вот как раз таки заготовочка от одного очень хорошего человека. Это быстрорежущая сталь, с нее мы и будем делать. Попробуем на НГФ пофрезеровать быстрорез закаленный. Есть твердосплавная фреза. Нужно сделать 3 луча, хотя бы риски набить. Далее уже можно болгарочкой подшлифовать. Надеюсь, твердый сплав возьмет. Так, ну вроде бы пошло, ребят. Твердосплавной фрезой моя задача хотя бы риски сделать. Ну вроде бы есть один проход, зубья острые, что-то там профрезеровало. Это быстрорез, напоминаю. Этот металл сам сталь может резать обычно. Ну вот, ребят, пока что наше квадратное сверло даже еще пока не треугольное. Хотя стремится к этому. Сверло полностью готово. Вот такое вот оно треугольное. В общем, вся суть заточки заключается в следующем. Режущие части должны быть острые, вот эти. А вот эти вот грани резать не должны. В принципе, на специализированных станках, на которых делают квадратные отверстия подобными сверлами, там могут быть и эти грани острые, потому что там шпиндель мало того, что вращается, он еще и совершает определенные вращательные движения относительно центра стержня. Но у нас будет совершенно все по-другому, ребята. Так что сейчас мы приступим к изготовлению второй детали, которая нужна к этому сверлу. Дело очень серьезное, я думаю, ну без кофе никак нам с этим делом не справиться. Так. Стартуем. Вторая деталь будет, собственно, шаблоном, по которому будет вращаться вот это сверло. Вычисляем по штангенциркулю сторону квадрата, которая получается. Вот. Я запланировал на 15 миллиметров. Сделал вот такой вот шаблончик для начала, чтобы опробировать. Ну, как-то вот так это все должно вращаться, ребят. Немножечко подзакусывает. Надеюсь, не закусит и не разорвет станок у нас. И не вырвет вот это вот сверло чудесное. Потому что оно мне уже очень сильно нравится. Чтобы сделать копир, придется немножко поработать на токарном станке. Деталь будет стальная с последующей закалкой. Ну что ж, торцуем потихоньку. Очень кривая деталь.
Зажимаю для разметки. И размечаю квадрат, ребята. Уже все настроено, поехали. Делаем дальше. Так. Ну, разметил весьма точно. Просверлил отверстие. Вот. А теперь мы прибегнем к помощи напильничка. Можно было бы, конечно, на фрезерном предварительно сделать. Но хочется именно так. Желание слишком велико, не могу ему сопротивляться. Буду делать напильничком. Много кто не любит этот инструмент. Но я к таким не отношусь. Сверло я тоже вручную делал, можно сказать. Так что здесь все в тему. Все вручную. Посмотрим, как получится. Ну вот, что получилось. Эта деталь будет работать в паре со сверлом. Так оно проворачивается. Ну что, как думаете, будет работать, ребят? Я надеюсь, что будет. Сейчас мы ее закалим и проверим. Дополнительно пришлось изготовить удлинитель. Он нужен для того, чтобы сверло меньше перекашивалось. Потому что здесь оно будет совершать некие вращательные колебания. Ну и если сверло будет вот так отклоняться, то получается будет изменяться угол. И отверстие будет не соосно на всем протяжении. То есть на всю глубину. Поэтому сделал удлинитель, чтобы минимизировать этот эффект. Для начала попробуем сделать квадратик из алюминия. Возьмем болваночку, обточим ее, как нам надо, и сделаем это. Значит, ребята, технология такая у нас. Сначала просверлю круглое отверстие, небольшое, ну а потом будем делать его квадратным с помощью изготовленного сверла. В общем, поехали, сверлим. Так, есть. Возможно, бока сверла будут очень жестко биться о края вот этой вот железяки, поэтому все обильно смажу, ребята, спецсредством. Вот. Примерно так. И сверлышко тоже. Ну вот. Можно пробовать. Для начала заведем сверло в отверстие. Вот так. И будем надеяться, что все будет хорошо работать. Запускаю станок. Надеюсь, не оборвет сверло. Вроде бы вращается, можно заметить, да? Ну, надеюсь, ребята, все сработает. Поехали. Так, подаю потихоньку. Все, пошла стружечка. Ну, вроде бы мягенько идет, ребят. Никаких ударов особых нет. Сверло, как видите, вибрирует. Теперь больше всего интересно, какой же будет результат. Потому что явно видно, что что-то сверлится. По-моему, что-то получилось. Сейчас отрежу, ребят, и мы посмотрим уже более конкретно, как это выглядит все.
Все, поехали. Процесс пошел по стали теперь. Так, ну вроде бы начало резать. Такое вот ощущение у меня складывается, что процесс пошел. Трясется сверло. Зачистил заусенцы, немного шлифанул для наглядности торцы. В общем, вот что получилось, ребята. Такие вот квадратные отверстия. Это деталь из дюрали, это деталь из стали. Из стали даже немножечко потолще получилось, около 3 сантиметров. Вот такую можно делать гигантскую глубину. Ну, квадратики не сверхфантастики. Сверхфантастики можно получить с помощью прошивок. Но это тоже дело непростое. Но зато сверлом можно сверлить большие квадратные отверстия. И довольно-таки быстро. Со сверлом ничего не произошло. Оно не затупилось. Потому что сделано из быстрорежущей стали. Шаблон тоже нормальный. Никаких повреждений здесь не наблюдается. В общем, все прекрасно работает, ребята. Но, сами понимаете, под каждое отверстие нужно свое сверло. Здесь получилось под 15 миллиметров. Ну а вот эту штуку можно в принципе крепить разными способами. Можно внутрь вставлять различные втулочки. Ну допустим под разные диаметры. Если не нужна именно такая бабышка, а нужно что-то как обычно разных размеров, то можно приспособиться. Можно даже вот так вот к торцу присверлить ее, прикрутить. В общем, такие дела. У меня на этом все, ребята. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайками. Возможно, в следующем году я еще подобный видосик сделаю, если придумаю какой-нибудь интересный способ для изготовления квадратных отверстий. Ну а пока на этом все. Всех благодарю за внимание. Всем пока.